Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых загадочных и захватывающих тем – древние легенды о пришельцах. Вы когда-нибудь задумывались, могли ли наши предки тысячи лет назад сталкиваться с существами из других миров? От шумерских табличек до египетских пирамид, от мифов индейцев до наскальных рисунков, повсюду в истории человечества встречаются странные упоминания о гостях с неба. Сегодня мы разберем самые интересные из этих легенд, попробуем понять, что за ними стоит, и даже заглянем в малоизвестные детали, о которых вы, возможно, никогда не слышали. Так что устраивайтесь поудобнее, берите чай или кофе, нас ждет увлекательное путешествие в прошлое. И не забудьте поставить лайк, если тема вам интересна, и подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Начнем с одной из самых древних цивилизаций – шумеров, которые жили в Месопотамии, на территории современного Ирака, примерно 4500 лет до нашей эры. Шумеры оставили нам глиняные таблички с клинописью, где описаны их мифы. И вот что интересно. Среди этих текстов есть история об аннунаках, загадочных существах, которые, согласно легендам, спустились с небес. Шумеры называли их богами, но если присмотреться к описаниям, возникает вопрос, а были ли это боги в нашем понимании или что-то совсем другое? Аннунаки, по преданиям, пришли с планеты Нибиру, таинственного небесного тела, которое якобы вращается вокруг Солнца по очень длинной орбите. Они якобы создали людей, смешав свою сущность с земными существами, чтобы те добывали для них золото. Звучит как фантастика, правда? Но вот что любопытно. Шумеры были невероятно развитой цивилизацией для своего времени. Они знали о планетах Солнечной системы, включая те, что нельзя увидеть невооруженным глазом, например, Уран и Нептун. Откуда у них такие знания? Некоторые исследователи, вроде Захарии Ситчина, считают, что это аннунаки поделились с ними информацией. Мало кто знает, но на одной из шумерских печатей изображена Солнечная система с 12 планетами, включая Солнце и Луну. И там есть объект, который не вписывается в современную астрономию. Может, это и есть та самая Нибиру? Конечно, ученые спорят об этом до сих пор, но сама идея, что древние люди могли контактировать с пришельцами, будоражит воображение. Теперь перенесемся в Древний Египет. Все мы знаем про пирамиды, фараонов и их грандиозные гробницы. Но есть одна деталь, которая заставляет задуматься. В некоторых текстах и изображениях упоминаются странные летающие лодки или небесные колесницы. Например, в храме Сети I в Абидосе есть иероглифы, которые выглядят как изображения вертолетов, самолетов и даже подводных лодок. Это открытие сделал археолог Уильям Петри еще в XIX веке, и с тех пор споры не утихают. Официальная наука говорит, что это просто совпадение, наложение старых иероглифов друг на друга. Но сторонники теории древних пришельцев уверены, египтяне видели технологии, которые им были непонятны, и пытались изобразить их как могли. А что вы думаете? Напишите в комментариях. Еще одна интересная легенда связана с богом Тотом. Его часто изображали с головой ибиса, и он считался покровителем знаний. По мифам, Тот принес египтянам письменность, математику и астрономию. Но вот малоизвестный факт. В некоторых текстах говорится, что Тот пришел с небес и был чужим среди людей. Не напоминает ли это истории об аннунаках? И как египтяне смогли построить пирамиды с такой точностью, что их расположение совпадает с созвездием Ориона? Может, им кто-то помогал? Теперь давайте переместимся в Америку, к коренным народам, индейцам. У племен Хопи, Зуни и Наваха есть удивительные предания о звездных людях. Например, Хопи верят, что их предки пришли на Землю из созвездия Плеяд. Звучит как НЛО, не правда ли? Интересный факт. В пещерах Аризоны и Нью-Мексико найдены наскальные рисунки, которым тысячи лет. На них изображены фигуры в странных шлемах с антеннами и рядом диски, парящие в воздухе. Один из таких рисунков даже прозвали астронавтом пустыни. Ученые говорят, что это просто символы духов, но местные племена настаивают. Это память о реальных событиях. А еще у племени Зуни есть легенда о небесных учителях, которые научили их земледелию и строительству. Они якобы улетели, пообещав вернуться, когда придет время. И вот что любопытно. В 1947 году, недалеко от земель этих племен, произошел знаменитый инцидент в Розуэле. Совпадение?
Или звездные люди действительно возвращались? А теперь отправимся в Европу, в итальянскую долину Валькамоника. Там, среди тысяч наскальных рисунков, созданных 10 тысяч лет назад, есть изображения, которые шокируют. На одном из них две фигуры в круглых шлемах с трубками, похожими на скафандры. Рядом странные линии, которые напоминают лучи или силовые поля. Эти рисунки нашли в 1930-х годах, и с тех пор они стали настоящей сенсацией. Кто-то считает, что это просто ритуальные костюмы жрецов, но почему тогда они так похожи на современных астронавтов? И это не единственный случай. В Австралии, в Кимберли, есть рисунки ванджина, существ с большими глазами и ореолами вокруг голов. Аборигены говорят, что это небесные создатели, которые спустились с облаков. В Сахаре, в районе Тассили-Наджер, найдено изображения космонавтов с круглыми шлемами, датируемые 6-м тысячелетием до нашей эры. Не слишком ли много совпадений по всему миру? Итак, что мы имеем? От шумеров до индейцев, от Египта до наскальных рисунков, везде есть следы легенд о гостях с неба. Конечно, скептики скажут, что это просто фантазии древних людей, их попытки объяснить природные явления. Но как тогда объяснить точные астрономические знания шумеров? Или сложности египетских пирамид? Или одинаковые образы летающих дисков у народов, которые никогда не пересекались? Может, пришельцы действительно посещали Землю тысячи лет назад? Или это наши предки сами были настолько гениальны, что мы их недооцениваем? Я оставлю этот вопрос открытым. Решайте сами. Напишите в комментариях, что вы думаете. Были ли древние легенды о пришельцах реальностью, или это просто мифы? И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Спасибо, что провели это время со мной, и до встречи в следующем выпуске. Пока.